Об итогах заседания кармического правления. Я есмь Вайрочена. Я пришел этим днем, чтобы оповестить вас о результатах работы кармического правления. Мне выпала честь сделать это. Те из вас, кто внимательно знакомился с учением, данным нами через этого посланника, знает, что решение кармического правления всегда тщательно согласовывается с великим центральным солнцем. Поэтому на ближайшие полгода будет действовать принятое нами решение. Итак, я готов поставить вас в известность о принятых решениях в тех рамках, в которых это может быть донесено до невознесенного человечества. И, конечно, вас интересует, будет ли продолжаться даваться учение через этого посланника. Мы используем любую возможность, чтобы давать учение. И не использовать подготовленного нами посланника, который находится в воплощении и пользуется нашим доверием уже на протяжении 6 лет, не будет отвечать требованиям космического закона. Поэтому мы продолжим работу через нашего посланника. И я должен вам сказать, что мы получили разрешение великого центрального солнца на использование еще одного резервуара божественной энергии на благо эволюции планеты Земля. Однако мы не будем больше тратить нашу энергию на передачу циклов посланий. Мы будем использовать передачу энергии другим путем, более целенаправленно, более точно и даже более мощно. Поэтому те из вас, кто привык читать послания, получать божественную энергию, содержащуюся в них, и не использовать ее по назначению для развития своего сознания, и мало того, использовать эту энергию на небожественные цели, для вас мы перекрываем этот источник божественной энергии. Однако есть определенное количество человеческих индивидуумов, которые подготовили себя к восприятию нашего учения. Они подготовили почву
своей души, на которую наши семена божественной мудрости падали в течение этих 6 лет. И теперь наступило время, когда семена божественной мудрости должны прорасти. И мы будем с нетерпением ждать этих всходов. Каждый из вас получит нашу помощь и поддержку. И та энергия, которая до этого момента лилась широким потоком и поливала всех, кто подставлял свои сосуды под этот поток, сейчас будет поступать целенаправленно в сосуды тех, кто способен использовать нашу энергию максимально эффективно для роста своего сознания и помощи окружающим людям. Мы не можем оставить человечество без нашей помощи и поддержки в это трудное время. И для тех из вас, кто необдуманно читал наше учение, не слишком углубляясь в его смысл, настало время испытания. Теперь вы должны своими собственными усилиями овладеть данным учением, перечитывая каждое наше послание столько раз, сколько необходимо для того, чтобы оно было воспринято вашим сознанием. Наступило время доказать, что вы способны к эволюции. Наступил новый этап нашей работы. И если в первой половине 12-летнего цикла работы через нашего посланника мы сеяли наши семена и поливали их божественной энергией, то во второй половине этого 12-летнего цикла, то есть в ближайшие 6 лет, вам предстоит прорастить зерна мудрости в ваших душах. Первую половину 12-летнего цикла Дух наполнял ваши души божественной энергией. И теперь наступил восходящий цикл, когда ваши души должны дать всходы божественного сознания. За нами остается работа по заботе за теми ростками вашего сознания, которые будут появляться здесь и там, на земном шаре. Ни один росток не должен пропасть. Каждая душа должна получить максимально возможную помощь и опеку. Поэтому в ближайшие годы вы должны собрать все свои силы, чтобы преодолеть те кармические обстоятельства, которые мешают вам возвыситься над иллюзией. И тогда, когда побеги божественного сознания преодолеют определенный уровень,
вам уже будут не страшны сорняки человеческого сознания окружающих людей. И мы надеемся через 6 лет собрать добрый урожай. Мы завершили посев. И сейчас мы ждем роста божественного сознания. Чтобы собрать урожай в божественные закрома в виде сияющих каузальных тел вашего духа. Таким образом, сменяется цикл за циклом. И то, что способно к дальнейшей эволюции, получает возможность для развития. А то, что не способно к эволюции, постепенно уступит место грядущим расам, готовым прийти в воплощение на эту чудесную планету из эфирных октав света. Земле суждено стать лучезарной звездой свободы, которая станет образцом для многих других эволюций, населяющих миры этой Вселенной. А сейчас я должен сказать вам еще одну вещь. И для многих из вас это будет новостью или открытием. Потому что вы не думали о том, что что-то на вашей планете может измениться. Однако срок настал, и двери божественной возможности закрылись для воплощения на Земле тех индивидуумов, кто отстал в своем развитии. И сейчас планета будет населяться другими индивидуумами, которые очень скоро составят большинство на планете Земля. По космическим часам, настроенным на вечность, пошли последние минуты возможности для тех душ, которые находятся в воплощении, но не желают сверять свои часы с великим центральным солнцем. Я рад был выполнить это поручение кармического правления, донести до вас итог нашего заседания. Не думайте, что все закончилось. Все еще только начинается. И вас ждут блестящие открытия в самое ближайшее время. Я есмь Вайрочана. Ом.